Всем привет, вы на канале Пульс.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сейчас вы имеете возможность услышать то, что у него нет направленного микрофона, потому что мы снимаем специально. Рядом с дорогой смеркалось, в этом смысле ему повезло. Почему? Потому что слишком яркое солнце и слишком темно, аппарату тяжело. И радости, и сумасшедшего восторга у меня в глазах нет. Почему? Потому что, хотя это отличный аппарат, 700 тысяч баллов в Antutu, мини-джек, инфракрасный порт, но по большому счету это то же самое, что я обозревал неделю назад. Неделю назад у нас был Xiaomi Redmi 11T Pro. Единственная разница, там не было 7 и 20 бенда, здесь они есть. По большому счету это та же глобалка. Также единственный вариант, что здесь нет варианта с 512 гигабайтами внутренней памяти. Напоминаю, что у Redmi Note 11T Pro был Astro Boy с вариантом в 512 гигабайт. И по большому счету это то же самое, что и OnePlus Ace Racing Edition. Только Racing Edition значительно дешевле. Но я думаю, вы и так в курсе. Но в целом, разумеется, повторяюсь, 760 тысяч попугаев, отличная съемка относительно. То есть стабилизация здесь не фонтан, но камеры хороши. Притом они лучше, чем у BBK местами. Здесь очень классно и удобно играть. Допустим, я его тестировал уже в Genshin Impact онлайн, притом делал это через Twitch. Единственное, он до такой степени перегревается и лагает, что Twitch примерно через каждые 10-20 минут отваливается. Но это лирика. И опять же, вы можете пример посмотреть, как вы, если будете вдруг стримить на Twitch с него, сможете это делать на лайв-канале. Там целые 50 минут ролика. Плюс увидите, что за 50 минут, фактически за час, он потратил 20% на Genshin Impact, при том, что он фактически еще и стримил. Но это прям очень бодро. И я не скажу, что сильно перегревался. Смотрим. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, мы будем с вами обозревать смартфон, который по большому счету на канале уже был около недели назад. Фактически это тот же самый, что Xiaomi Redmi Note 11T Pro, только под другим названием и чуть-чуть с другой оболочкой. Это Poco X4 GT. И единственная разница здесь в том, что это глобалка, в том, что здесь есть у нас все бенды. У меня версия на 8256. Стандартная для Poco коробка черно-желтая. Напоминаю, что я хожу с двумя смартфонами. Это Poco F3. И да, я все еще мучаюсь с датчиком приближения. У него ужасное фото и видео, и я не хочу дискутировать по этому поводу. Но я должен знать своих героев. И второй это iPhone 13 Pro Max. Так что будем максимально честны. Полгода ходил с OnePlus 10 Pro, но продал на высокой цене. Как раз когда курс был мрачный. Здесь у нас идет чехол довольно топорный, с легким запахом химии. Следующий момент. Скрепка максимально экономная. Ключ для извлечения сим-карт, пардон. И смартфон Ctrl-C, Ctrl-V. То, что я обозревал. 67 Вт зарядка. И, разумеется, помимо зарядки у нас идет кабель. Напоминаю, что, кстати, вот это вот дело, скорее всего, сегодня же ночью я буду тестировать 201 грамм вес в Твиче, в онлайне, и потом выгружу на лайв-канал полную автономность, если одновременно стримить с него и играть в Genshin. Почему Genshin? Потому что самая тяжелая игрушка из тех, что я знаю. Можете меня в комментах поправить, может вы знаете что-то еще. Плюс в карму, повторяюсь, мини-джек, Type-C-шник почти по центру, инфракрасный порт, все в огне. Внутри, разумеется, нам нельзя будет запихать никоим образом ничего слишком романтичного, то есть никакой карты памяти здесь нет, есть только слот под две симки. Разумеется, русский на борту, все вообще в огне, никаких проблем здесь нет. Еще раз повторяюсь, что этот телефон буквально недавно я уже обозревал, но я уверен, что вам будут интересны те же тесты. Может быть, чем-то в каком-то месте он и отличается как раз по причине каких-то других настроек программного обеспечения. Проверяем размеры. 74 мм на 163 и в толщину 12,3. 12,4 это с блоком камер, без блоком камер 9,3. Но опять же помним, что это с защитной пленкой. Два серых одинаковых смартфона, одинаковых с ларца, да? И, ну, вы еще раз можете прошлый обзор посмотреть, потом для себя сравнить, в чем разница. Смотрим.
Розыгрыши моря, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band 6 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом. К слову, сейчас еще разыгрываются наушники Sony, защищенный смартфон и смартфон Infinix 12 Pro. Перейдем же к смартфону. Полетели. Сотый раз повторяюсь, данный смартфон это тот же Redmi Note 11T Pro. Внешне они идентичны, даже по начинке, ну кроме бендов для 4G. Поставляется данный девайс в черном, голубом и серой расцветке. К слову, у Redmi-ков была еще расцветка Astra Boy. В руке без чехла лежит комфортно и пользоваться одной рукой можно без проблем. Сборка и качество материалов такое же, как у Redmi Note 11T Pro, значит хорошее. На корпусе расположена кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 2.0, два микрофона, динамики, два основных и один разговорный. Звучание неплохое, но с флагманами даже рядом он не лежал. Dolby Atmos на борту, вдобавок в стоке есть еще кастомные эквалайзеры, некоторое количество готовых пресетов, за что спасибо. Сертификация Hi-Res Audio и Audio Wireless на борту, и K-порт и мини-джек присутствуют. Кнопки практически не люфтят, и сборка самого аппарата хорошая. Летим дальше. Смартфон оснащен IPS-экраном на 6,6 дюйма с разрешением 2460 на 1080 пикселей. Экран покрыт Corning Gorilla Glass 5 версии, матрица экрана абсолютно плоская, DCI P3, широкая цветовая гамма, HDR10 и Dolby Vision на борту, плотность пикселей 407 ppi, пиковая яркость 650 нит. Яркости при прямом попадании света на экран не хватает, и для IPS это стандартно. Пользоваться смартфоном в солнечный день не совсем комфортно. В настройках имеются функции, которыми можно персонализировать экран под себя. Частота обновления экрана максимум целых 144 Гц, на выбор также есть 60, 90 и динамическая герцовка. Тач на 270 Гц. Также производитель заявляет о наличии DC-димминга для уменьшения синего цвета. Автояркость работает отлично и быстро подстраивается под освещение. Под разными углами тон картинки слегка бросает в теплый оттенок, но экран не тускнеет. Далее мультитач в 10 касаний на борту. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев работает стабильно и быстро. Распознавание лица срабатывает хорошо даже под углом. Зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца несколько раз можно, внести биометрические данные можно до 2 лиц, за что отдельное спасибо. Подбородок у экрана есть, и он средних размеров. В целом по работе смартфона одинаковые, но по результатам тестов, которые я озвучу позже, они отличаются. Летим дальше. Процессор MediaTek Dimensity 8100 с техпроцессом 5 нанометров и 8 ядрами, максимальная частота которого 2,8 ГГц, графический процессор Mali G610 MC6, интерфейс MIUI 13 Global на базе Android 12 версии. Интерфейс доступен на русском языке, что очевидно, оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор, по всей видимости, только 8 ГБ. В настройках также можно виртуально расширить до 3 ГБ ОЗУ, но это бесполезная приблуда. Внутренняя память UFS 3.1 и на выбор 128 или 256 ГБ. И этим смартфоны отличаются от Redmi Note 11T Pro. Здесь есть вариант с 6 гигабайтами оперативки, а также версия Astra Boy с внутренней памятью в 512 ГБ. Имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей, что нас не особо волнует, а для 4G есть бенды 7 и 20, как я уже говорил, в отличие от Redmi Note 11T Pro. Связь смартфон ловит отлично, звучание во время разговора хорошее, микрофоны отрабатывают хорошо, а датчик приближения, если можно так назвать, корректной работой меня не порадовал. Запись разговора в стоке есть, но с уведомлением о начале записи. VoLTE и VO Wi-Fi на борту, вибромоторчик линейный по оси X, не топорный, и настроить можно только уровень тактильной отдачи. Но опять же топовым его не назвать, но он хорош. Bluetooth версии 5.3, последний. Смартфон также оснащен модулем NFC, можно устанавливать MirPay и расплачиваться. Из навигации на борту GPS Beidou, Galileo, GLONASS и QZSS. GPS-тест в городских условиях показывает точность до 1 метра, что для Dimensity стандартно и хорошо. Емкость аккумулятора 5080 мАч. В PC-марке устройство выдало хороший результат, 8 часов и осталось еще 20%. Данный результат на 1 час меньше, чем у Redmi. Тест я проводил при 140 Гц на максимальной яркости. Да и вообще оптимизация у Poco похуже, чем у Redmi, лично по мне. Заряжается он с 0 до 10% от родного адаптера питания за 5 минут, с 0 до 50 за 22, с 0 до сотки у меня за 1 час 4 минуты. Что тоже странно, так как Redmi Note 11T Pro заряжался с 0 до сотки за 48 минут. Да и обещает производитель 46. У кого-то он заряжается 56 минут. В общем, у всех по-разному. Беспроводной зарядки, разумеется, нет. За 30 минут просмотра видео на YouTube при максимальной яркости по Wi-Fi ушло 8%. За час игры в Genshin Impact улетает 18% на средних настройках графики. Играть комфортно, а если выставить максимальные настройки графики, то картинка изредка подпрыгивает
отфризивает, и в целом играть можно без проблем. В более легких играх смартфон показывал себя так же хорошо, что неудивительно, так как данное железо должно справляться с теми же танками, PUBG и Standoff 2 свободно. Перейдем же к тестам. Throttling тест проходит значительно хуже, чем его копия. 251 гипс минимально, максимально 336 и в среднем 279 гипсов при 100 потоках и 30 минутах. В Geekbench в синглкоре 758, в мультикоре 3101, 3D Mark показал Slingshot максимум, Slingshot Extreme 3949, Wildlife Stress Test 3623, Wildlife 4399, Wildlife Extreme Stress Test 1460, Wildlife Extreme 1404, Вантуту выдал 761 тысячу попугаев, Storage тест показал 66 тысяч. Стресс-тест прошел только 15-минутный. В целом результаты где-то хуже, а где-то лучше, чем у Redmi Note 11T Pro, но не намного. По оптимизации при одновременном стриминге с Твичом, опять же повторяю, что у меня на Твиче есть отдельный канал, на котором я тестирую автономность данных девайсов в онлайне, плюс показываю вам, как это все дело будет работать, если вы вдруг решите стримить игры со своих новеньких смартфонов. Этот смарт показал себя просто нереально ужасно по сравнению с OnePlus Ace Racing Edition, который стоит дешевле на 25%. Он вылетал постоянно, были фризы, и в Genshin он тянет хуже. Это мое личное наблюдение, с ним вы можете не соглашаться. Далее, основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и двойной LED вспышки. Основной широкоугольный на 64 мегапикселя, сверхширик на 8 с углом обзора в 120 градусов и макро на 2. Запись видео доступна с основного модуля в максимальном разрешении 4К 30 FPS, цифровая стабилизация на борту. Работает она только при 1080p 30 FPS. Оптического стаба нет. Замедленная съемка имеет разрешение 1080p 120 FPS, а также 720p 960 FPS и ниже. Фронтальный модуль на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 60 FPS. Короткие примеры вы сейчас увидите, но то же самое вы можете посмотреть у Redmi 11T Pro. Фронталка довольно неплохая, 1080p против солнца, если снимать, то так, хотя здесь нет, довольно ярко. И в помещении, не приспособленном для съемки, вот так вас будет слышно. К слову, еще раз повторяю, что на Твиче я проводил стримы, там видно, как одновременно, если вы записываете и телефон пытается играть в Genshin, то есть у него она в оперативке отрабатывает тот же микрофон и камера. В сети все намного хуже выглядит, чем то, что вы сейчас видите на YouTube. Ультраширик, максимум 1080p, но тоже неплохо. Основная камера 1080p 30 fps, съемка с двух рук, вот сейчас вообще с упора, но единственное в руках. И все равно чуть-чуть рывками. Если брать X, то максимальная комфортная получается съемка. Опять же с двух рук с упора, ну, мыло чуть-чуть. Еще раз повторяю, что хотите примеры камер, здесь можно ставить на паузу, фотографировать, то можете свободно смотреть еще также обзор на 11T Pro от Redmi. То есть это точно такой же аппарат, просто без бендов. В целом неплохо, потому что если вот смотреть, допустим, на эту стену, то она отсвечивает так, что мне даже в очках глаза слезятся. Неплохо. К слову, в смарте есть функция для фронталки, для фото, подсветка. То есть он сначала светит, а потом фотографирует. В принципе, неплохое решение для ночи. Увидите фотографии. Каждый раз буду напоминать, если кому мало примеров видео, это 4К 30 FPS, можете посмотреть мой же обзор на Redmi Note 11T Pro. Почему? Потому что точно такой же смарт. Разумеется, чуть-чуть другие локации, разумеется, чуть-чуть другие условия. Здесь довольно шумно. Насколько хорошо родные микрофоны у камеры отрабатывают, точнее у смартфона, вы сейчас слышите. Насколько хорошо отрабатывает стаб, если снимать с двух рук, вы видите. И съемка, допустим, четко против солнца, туда смотреть невозможно. И солнце позади. Как мне говорили, постой, посмотри, плавно проведи. Постоял, посмотрел, плавно провел. В принципе, для солнечного дня примеров достаточно, X6 максимум. И нет, мыло. 1080p 60 fps, немного примеров в переходе. И по большому счету не особо важно, когда в этом переходе вы будете себя снимать, ночью или днем. Плюс-минус освещение одинаковое, противное, теплый свет желтый. Ну, единственное, да, сейчас чуть-чуть больше света за счет того, что попадает с входов из улицы, но не особо влияет. Вот так с одной руки на фронталку будет выглядеть запись.
Так, и если вы на фронталку уже смотрите пример этой съемки, напоминаю, что смартфон Nothing у меня уже на руках, и если вы хотите увидеть, как он имеет возможность стримить в Твиче, либо краткий обзор, он уже на канале. После этого смарта завтра, соответственно, будет обзор на этот телефон, который суперским не назвать, с одной стороны, с другой стороны, эти диодики, по большому счету, идеальный маркетинг для того, чтобы мы побежали покупать. Но эта лирика, самое главное по поводу Poco, что я понял за последнее время, пока я его тестирую, что это печка. Притом вполне возможно больше, чем даже X Poco F3. Почему? Потому что, допустим, 30-минутный, 45-минутный стресс-тест этот аппарат у меня не проходит. Закидывать его в холодильник я не собираюсь. Но это такая странная разница между Xiaomi 11T Pro, Redmi, который был, он был более устойчив к температуре. Вполне возможно, это потому, что он больше допилен, а я также еще допускаю, что все-таки представители производств Китая радеют больше за продажи в родной стране, чтобы их пользователи покупали девайсы дешевле, и они были лучше. Вполне возможно, где-то как-то либо сборка, либо еще что-то. Может быть, у меня просто такие разные девайсы. По фронталке, ну, мне нравится. Я не знаю, пишите в комментах. Еще раз всем огромное спасибо, кто оставляет любые комментарии. Я понимаю, что YouTube рано или поздно прикроют, учитывая штрафы. Если не прикроют, отлично, что я плохая Ванга. Но при любом раскладе канал будет существовать. Смотрим. Основная камера 4К. 30 FPS. И мы ловим шмеля. Скорее всего, это шмель. Вот так, если вы решите стать юным натуралистом или не юным, но натуралистом, вы сможете снимать различные объекты. Давайте посмотрим, как здесь будет работать автофокус. Пока против солнца работает он так, сомнительно. Или, правильнее сказать, плохо. Если брать солнце со спины, то вроде бы неплохо. Опять же, вам решать, насколько хорош этот не камерафон, потому что я уверен, что все, что они делали, было направлено на то, чтобы выбить 700 с лишним тысяч баллов в Antutu. Кто-то, может быть, даже 800 выбьет, если оперативки будет побольше. Но дело было в съемке. Хороша съемка. Немного ультраширика, стоя, медленно и спокойно. И чуть не забыл, проверка на Rolling Shutter. Вот сколько, знаете, сколько будет этих аппаратов продаваться? Ух! А еще, учитывая, что здесь нет курков, играть и правда комфортно, к слову. Ну, относительно. Мне комфортно. 4К 60 FPS, немного съемки в помещении, немного есть тремор. Стабилизация видео Ultra Stab появляется в 1080p 30 FPS. Вот сейчас я дергаю смартфон, но 1080p это, конечно, печаль. Фронтальная камера 1080p 60 fps, и ночью снимать это дело вас не сможет, никакой подсветки, флеш здесь нет. Ну и вы сами видите, что при недостатке освещения тут появляется просто ужасная картинка. В 11T, который Pro, который Redmi, я делал много ночных примеров, здесь смысла не вижу. Ужасная картинка ночью. Притом ночью со вспышкой в 4К 30 FPS снимает аппарат вполне достойно. Опять же, тоже не особо вижу смысла тестировать данное действо. Почему? Потому что без вспышки снимает он ужасно, со вспышкой, в принципе, более чем потребно. Одновременно тестировал OnePlus Racing Edition. И что я могу сказать, что по мне, вот с этим сверхстабом, а сейчас 1080p сверхстабилизатор, у Poco и у Xiaomi дела обстоят в картинке лучше. Да и по стабу тоже. Хотя плюс-минус, видите, одно и то же железо. Но видите, рывки. Опять, сравнивать будете сами, но снова это не флагманы. Это мощь флагманов, но все же это средний бюджет, как ни крути. 1080p 60 fps, это фронталка. Что я хочу особенно отметить, что все примеры, что вы видели на лайв-канале, если вдруг вы смотрели Twitch, это лагает, собственно, оболочка. То есть видите, как железо, в принципе, справляется. Хотя у меня лицо сглажено прям очень сильно. В целом
Но съемка значительно лучше, чем то, что я туда выгружал. Смеркалось, и все про роллинг шаттер. Я его не вижу. Может быть, вы видите. Минусы. Работы датчика приближения. Хотелось бы полноценный слот. Недостаточно яркости экрану. Если отталкиваться от того, что у данного смартфона есть клон, то этот смартфон меня менее порадовал, чем Redmi Note 11T Pro. Может быть, потому что он был вторым. Не допилили они его. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Сделаю пометку, что если вы опять же приобретете подобный смартфон, проблем продать его нет. Потому что у нас фанатов среды MIUI, Xiaomi и Poco просто море. Да, может быть, придется чуть-чуть дешевле продать, потому что их скупили, как всегда, просто очень много. Это с одной стороны. С другой стороны, как игровой смартфон, отлично, я уверен, что-то еще и допилит, но как смартфон для того, чтобы стримить, точно нет. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Взаимопомощи, нас там почти 15 тысяч человек, и телеграм-канал Скидок. Я там кидаю эксклюзивный контент, фоточки сразу с тестами до появления аппаратов. Допустим, на тот же OnePlus Ace Racing Edition у меня еще не было обзора, но на лайв-канале и в Твиче уже была тестировочная часть автономности и стрима, а в телеграме я уже скидывал все результаты всех тестов. Резюмировать я хочу довольно просто. Послезавтра вы увидите смартфон Nothing, скорее всего, в исполнении моего обзора. И если брать вот такие аппараты из разряда смарта Nothing, либо какие-то брендовые аппараты Nokia, то Poco, он рвет рынок. Что бы я ни говорил во время обзора, какие бы вы ни смотрели примеры, по факту играть в него классно, хотя нет триггеров. За 20 с копейками, то есть я его, по-моему, покупал за 21, сейчас там 21-23 его можно покупить, пока курс не скакнул. Да, вам придется, как и мне, ждать 3 недели. Кому-то, возможно, придется 1000 рублей за доставку заплатить, потому что 4 магазина на Али им торгуют. Но за эти деньги, в отличие от Poco F3, я считаю, что вы получаете значительно более сбалансированный аппарат, чем было год назад. Съемка, по моим меркам, за эти деньги у него отличная. Возможности в играх то же самое. Если говорить про то, что у него не самый суперский экран, но он хорош за эти деньги. И снова, если вы умудрились купить Redmi Note 11T Pro, у вас будет в руках тот же самый аппарат. Это тот же бренд Xiaomi. Поэтому девайсу однозначное да. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Взаимопомощи, телеграм-канал Скидок, написать в комментарии что-либо. Это очень поможет проекту. Добра и удачи вам, дорогие друзья!